Повелитель стихий — это, вероятно, одна из самых худших когда-либо созданных адаптаций вообще. В то время как мультсериал, по мотивам которого был снят фильм, чуть ли не получил статус шедевра, само же кино вышло полным провалом, хотя с лихвой окупило свои 150 миллионов долларов бюджета. Изначально Повелитель стихий задумывался как трилогия. Первая часть бы соответствовала первому сезону Легенды об Аанге, вторая второму сезону, а третья третьему. Но у ребят из Paramount Pictures что-то пошло явно не так при создании сего произведения, и фильм по итогу получил аж 5 золотых малин, в числе которых одна малина как раз таки за худший фильм. Лично я впервые смотрел это кино лет так 8 назад, и почти абсолютно не помнил, каким он вообще получился. Но недавно я решил вспомнить все и пересмотреть его. Что ж, я был удивлен, узнав, что фильм в десятки раз хуже, чем я его помнил. Чтобы досмотреть его до конца, мне понадобилось около 4 дней. Фильм был настолько унылым, что я выключал его каждые 20 минут. Повелитель стихий — это яркий пример того, как не нужно делать фильмы, а также пример того, почему нельзя запихнуть 20 серий прекрасного мультсериала в полуторачасовое кино. Об этом мы еще поговорим далее. А пока что давайте вспомним, каким был Аватар Легенда об Аанге. Прекрасное развитие персонажей, захватывающие драки, интересный сеттинг и завораживающий злодей. Что ж, в Повелителе стихий этого нет, а слова совсем. Почему? Давайте разбираться. Фильм с первых же секунд показывает, какого он поля ягода. Запоздалые и унылые спецэффекты даже для 2010 года кажутся никудышными. После же культовой заставки Катара рассказывает нам, что произошло, но вместо какого-либо поясняющего видеоряда авторы решили не заморачиваться и использовать старые приемы Звездных войн, только в 10 раз хуже, и показать нам унылый текст с частицами на фоне. И после этого непримечательного вступления начинается сам фильм. Прости, у меня просто не получилось. Я подумала о маме. Странно, правда? О, да, это странно. А знаешь, что еще странно? Ваши деревянные лица на протяжении всего фильма. Далее Сока с Катарой идут половить рыбы. Я даже не буду говорить ничего про то, что такой лед едва ли можно разбить несколькими ударами, то, что айсберг, который сотню лет держался в форме, вдруг ломается от 2 ударов 14-летней девочки, и то, что Аанг тут выглядит как какой-то сын владыки Сидиуса. Я твой отец. Нет. Нет. Ты видела, как в небо ударил луч света? Не видела. Это же был всего лишь огромный луч, который появился прямо перед ее носом. Ты вообще о чем? Как ты оказался закован во льдах? Он совсем без сил. И где-то здесь мы начинаем видеть, что как сами актеры, так и актеры русской озвучки, увидев весь этот трэш, решили даже не запариваться и озвучивать на тяп-ляп. Затем Аанга забирают в деревню южного племени воды, и нам, видимо, хотят раскрыть главных героев. Давайте же послушаем этот классный диалог. Как же тебя сюда занесло? Мы угодили в сильный шторм, и он бросил нас в океанские воды. Ясно. По-дурацки все вышло. Я был очень расстроен. Мне пора домой. А ты больше не расстроен? Не так сильно, как раньше. А я вот расстроен, что мне уже 7-ю минуту приходится выслушивать эти безэмоциональные разговоры ни о чем, на уровне российских телесериалов. Ну что мне делать? Я не резала ее эти трусы. Ее мужские трусы. Стоп. Ее мужские трусы. Она что, носит мужские трусы? Кстати, как вас зовут? Зуко узнает, где эта деревня, и пытается найти Аанга. Катара, нет. Черт, ты же буквально 40 секунд назад отговаривала своего брата от того же. Сока, не надо. Все это похоже на двух алкашей, которые пытаются бросить и по очереди отговаривают друг друга от срыва. Как тебя зовут? Я не обязан тебе отвечать. Маги огня! Я забираю тебя на корабль. Я пойду с тобой. Только никого не трогай. На этом моменте мы четко видим, что авторы, видимо, намеренно избегают драк и раскрытия персонажей, что еще будет прослеживаться на протяжении всей картины. И да, события разворачиваются уж больно быстро. Вы даже моргнуть не успеваете, как персонажи из точки А перемещаются в точку Б, а затем их пленяют в точке С. И это именно то, что происходит, когда ты пытаешься запихнуть 20-20-минутных серий в один полуторачасовой фильм. В общем, как это должно быть по канону, Зуко пленяет Аанга, в то время как Сока с Катарой решают, что им делать. Мы нашли этого мальчишку, мы за него в ответе, мы должны биться. А если бы они захотели увести меня? Нет, вы не в ответе.
И сравнение с сестрой глупое, потому что вы с братом знаете друг друга уже 14 лет, а этого парня вы встретили час назад. Да и при всем при этом даже не поговори с ним нормально. Создатели, видимо, думали, что все зрители обязательно смотрели мультсериал, и всем это должно быть понятно. И частично, да, я думаю, почти каждый смотрел мультсериал, но проблема в том, что зритель просто не может соединить образы из мультсериала с образами персонажей из фильма. Потому что я, например, не вижу в этом унылом Анге того озорного мальчишку. Я не вижу в этом покерфейс Соки того самого шутника Соку. Я не вижу в этой девочке ту самую Катару. И каждое из этих существ — это дух. Но только аватар способен с ними общаться. Почему она рассказывает им это только сейчас? Им ведь по 14-16 лет. Я думал, такие истории обычно в детстве рассказывают как сказку на ночь. Скажи о нем, издай лишь звук, и не исчезнет Бабадук. К тебе пришел твой друг. Баба-бадук, дук-дук. А теперь ступайте и помогите этому мальчику. Затем наш аватарчик сбегает из рук подлеца, причем сбегает очень странно. Но об этом вам расскажут эти ребята. Я же не буду останавливаться на таких мелочах. Стоп, а где же все это? Где Махач? Хотя ладно, с такими спецэффектами отсутствие драк это даже плюс. В общем, наши любимые герои сбегают и начинают свое огромное путешествие, длиною где-то в 35 минут. Канонично, наша недокоманда Аватар прилетает в Южный Храм Воздуха, где Анг думает, что... Они решили подшутить надо мной. Монах Гиатса сейчас откуда-нибудь выпрыгнет, чтобы напугать меня. Ну да, друг, прошло ведь 100 лет, вокруг руины. Скорее всего, это всего лишь часть их плана. А затем они все выпрыгнут и будут поздравлять себя со 112-летием. Анг находит скелет монаха Гиатсу и затем... По-моему, ты провел во льдах почти 100 лет. Маги огня развязали войну. Народ огня знал, что аватар родится среди воздушных кочевников. И поэтому они истребили их всех. Воу-воу, сценаристы, полегче. То есть Катара ему это только сейчас рассказывает? Спустя кто его знает сколько дней? Или может даже недель? Они ведь летали на Аппе достаточно большое количество времени. Они вообще общаются с друг другом? Или только раз в несколько дней перебрасываются несколькими словечками? Я не хочу больше с тобой разговаривать. В общем, Анг приходит в ярость из-за того, что его друга убили. Но всем зрителям как бы плевать, потому что нас кидают из одного момента к другому, так ничего и не поясняя. Да и вообще фильм скучный сам по себе. Лично я при просмотре каждые 20 минут делал себе перерыв. Анг входит в состояние аватара и, по всей видимости, одновременно с этим попадает в мир духов. Не, ну а чё, время деньги так-то, нечего тратить его попусту. Затем нам показывают адмирала Джао. И в этом фильме создатели решили, что нужно сделать каждый народ разной национальности, за что получили кучу обвинений в расизме, так как в оригинале все персонажи по идее были азиатами. Расист! Расист! Кстати, помните оригинального Зука? Ну, того, кто еще самый важный персонаж вселенной Аватар. Тот самый гневный Зуко, который проходит через преграды и ищет свое предназначение в жизни. Ну, в общем, его тут как бы и нет. Зуко здесь просто делает то, что ему говорит дядя. По сути, он тут ничего не делает самостоятельно. Кроме, возможно, спасения Анга из лап Джао, но до этого мы еще дойдем. Зуко смотрит на свой детский портрет и, боги, кто все эти люди? Либо художникам было настолько плевать, что они решили не запариваться и нарисовать каких-то левых персонажей, либо они все просто так сильно изменились с возрастом. Ну, или создателям было просто наплевать на фильм. Примерно в это время главный герой тусуется где-то на территории Королевства Земли. Как вдруг... Что случилось? Этот ребенок арестован. За что? Он своей силой магии метал в нас камушки. Это очень больно. Такое ощущение, что он стоит и оправдывается перед своей мамой. Ну, мам, она кидала в меня камешки. Успокойся, сынок, она ведь не попала тебе в глаз. Затем команда Аватар... Мне даже называть их так стыдно. В общем, главные герои попадают в тюрьму для магов Земли. В тюрьму, находящуюся в местности из Земли. В оригинале была тюрьма, в которой делали все, чтобы ни один камешек не попал в руки к магам Земли. Но здесь... Здесь им, видимо, наплевать. Хотя не спешите ругать сериал на этом. Дальше нам дают ответ на то, почему народ огня не парится насчет этого. В общем-то, да, наверное, народ огня просто понимает, что маги Земли настолько слабы, что как-то и наплевать на них. Ведь всемиром поднимать один камешек — это сильно. Это во мне... Дальше мы узнаем, что все это время герои были на острове Киоши.
Знаете, мне этот фильм все больше напоминает тот самый бутерброд, в который ты просто взял и наложил все ингредиенты, которые у тебя были в холодильнике. Затем оператор также решил выделиться. А чего камера так далеко-то? Может быть, вот так вот лучше будет? И мы можем по дороге останавливаться в деревнях и пытаться изменить ход войны. Попробуем? Да, конечно. Ну да, конечно. А что насчет... А не мог бы ты, пожалуйста, убить себя на... Да, конечно. Главные герои летают по королевству Земли, попутно освобождая колонии, но затем Анг вдруг чувствует, что ему срочно нужно в храм воздуха, чтобы поговорить с духом дракона, и он улетает восвояси. Тебе не удалось его отговорить. Он скоро вернется. Народ огня идет за нами по пятам. Один неверный шаг, и его поймают. Черт, почему Сока вместо того, чтобы быть веселым парнем, как и было в оригинале, в этом фильме напоминает какого-то Сквидварда? Не, ну вы просто гляньте на это лицо. В общем, Анг улетает в другой храм воздуха и встречает там какого-то деда. Я живу в одной из деревень Царства Земли, но часто прихожу на развалины этого храма. Его разрушил народ огня. Они все разрушили. Зачем он вообще упомянул то, что храм разрушили маги огня? Мало того, что это вообще неуместно, так это еще и супер очевидно. Затем Лысый и Дед идут в святилище аватаров. Там Анг рассказывает, как монахи узнали, что он аватар, и всю свою душераздирающую историю. Но вдруг наш дедок оказывается Иудой. Ты ведь простишь меня, верно? За что? За то, что я заманил тебя. Окей. То есть все эти солдаты и этот дед неделями сидели тут и ждали, пока Анг прибудет сюда? В общем, Лысого вяжут, и он опять попадает в мир духов. Видимо, медитация для этого не нужна, и ты попадаешь в мир духов в самых напряженных ситуациях. Мне кажется, я знаю, откуда легенда о Коре брала свои идеи. В мире духов Анг встречает все тоже ужасное CGI, которое говорит Ангу немедленно направиться на Северный полюс, а то будет очень плохо. Джао производит свой скучный монолог, и тут появляется синяя маска и помогает Лысому сбежать. Глупцы. Глупцы. Надеюсь, что авторы вдохновлялись этим моментом. А вообще забавно, что все эти войны просто стоят и ждут, пока Анг что-то сделает. А ведь они могли просто повязать его без проблем. Ведь всего несколько минут назад армия из нескольких десятков таких же воинов совершенно спокойно смогла взять его в плен. Анг и Зука сбегают, и команда Аватар прибывает на Северный полюс. Вы, кстати, не подумайте, что я очень сильно обрезаю сюжет. На самом деле действие действительно происходит с такой скоростью. В общем, Анг демонстрирует магию воздуха, чтобы показать, что он действительно Аватар. Но сперва нужно обязательно совершить ритуальный танец. А как же без него? В лучших традициях шаолиньского кунг-фу. Ах да, забыл сказать. На протяжении всего сериала Джао около 4 раз общается с Лордом Огня после каждого своего действия. То есть, как это выглядит на карте. Джао провел осаду здесь, потом полетел сюда. Джао подрался здесь, затем вернулся к Лорду Огня. И так каждый раз. Затем маги огня атакуют. Я должен поговорить с духом дракона. Он поможет мне победить народ огня. У вас есть священное место для медитации? Ага, то есть теперь ему понадобилось для этого священное место для медитации. Как же это работает? До этого тебе нужно было как можно сильнее напрячься, а теперь медитировать, да? Окей, приняли. А, кстати, я уже говорил, что драки тут бесподобны. Можете заценить. Знаете, где-то на 70-й минуте я опять не выдержал и отложил просмотр всего шедевра примерно на один день, потому что это было просто невероятно неинтересно. Забавно смотреть на то, как актеры все еще пытаются строить серьезные мины и делать что-то якобы значимое, несмотря на весь тот трэш, что они творили все эти час и 10 минут. Короче, Найт Шьямалан, браво. В общем, Джао рассказывает дяде Айро про какую-то библиотеку, о которой мы почему-то должны знать, и о том, что он знает, где находятся духи Луны и Океана. Затем начинается вторжение, и примерно в это время Зука крадет медитирующего Анга из Оазиса духов. Но тут вместо того, чтобы отправиться еще севернее, как в мультсериале, они просто останавливаются в какой-то халабуде. Видимо, создателям денег не хватило. А то всего-то 150 миллионов долларов. Видимо, все потратили на создание этого дракона. Ну, или на Апу. Ведь и так и хочется его погладить. Как и по канону, Анг сбегает от Зуко, и в это время адмирал Джао убивает духа Луны. В принципе, все как должно быть. Только вот... Именно. Он, как и все маги огня, должны извергать огонь из ничего. И если я еще не говорил, то маги огня в этом фильме, в отличие от оригинала, не могут создавать огонь самостоятельно. Они должны сперва поджечь что-то, а затем уже перенаправлять ранее созданный огонь. Непонятно, зачем они это вообще сделали. Хотя к чему я вообще придираюсь? Эти же люди сделали это.
Дядя Айро рассказывает о предназначении и тем самым подталкивает Юи совершить суицид и спасти духа Луны, что принцесса покорно делает. И даже здесь наш любимчик совсем не меняет свое выражение лица. Может, у этого актера фишка такая, или же он брат Кристиан Стюарт, непонятно. Но мне все же стоит отдать должное. Эта сцена выглядит даже не такой уж и плохой. Но вот толку от этого. Ведь фильм руинился на протяжении 83 минут экранного времени. И сейчас уже всем абсолютно плевать на происходящее. Короче, Юи становится Луной, чем и возвращает магию своим соплеменникам. И помните ли вы тот самый момент из мультсериала, когда Анг соединился с Духом Океана и расправился с флотом Народа Огня? Так вот, тут этого момента нет. От слова совсем. Вместо этого тут сделали вот это. Но оно и понятно, какой дурак будет тратить время на создание качественных спецэффектов. Конечно, это был только 2010 год, и тогда еще технологии не были так сильно развиты. Хотя в 2009 году вышел другой аватар, тот что синий. И он при бюджете в 237 миллионов, это при том, что сам фильм шел почти 3 часа, показал, что даже тогда можно было создать нечто годное. Дальше, казалось бы, должна была быть битва Зуко и Джао, но в последний момент вмешивается дядя Айро и просит Зуко забить на адмирала и просто уйти, что Зуко и делает. И нас по итогу оставляют без еще одной финальной драки. Что ж, нам не привыкать. Ну а теперь время крутых спецэффектов. Затем происходит уже ранее упомянутое событие с магией воды, аватаром и духами, и все племя воды кланяется аватару, на что Анг реагирует как-то очень странно и делает какое-то непонятное лицо, становясь в очень какую-то вызывающую позу, будто ему нужно куда-то выйти по-большому. И на этом фильм якобы заканчивается, но внезапно нам показывают это. Ты готова выполнить это чрезвычайно важное задание, которое я хочу тебе поручить? Готово, отец. Азай отправляет на задание Азулу, очевидно задатком на продолжение, но не удалось. В общем-то, на этом фильм наконец-то заканчивается, и я могу радостно выдохнуть и пойти отмыться от всего этого. Если же вам выпала удача и вы не смотрели этот фильм, то вы большой счастливчик. И конечно же, я не советую смотреть этот фильм даже в самых трешовых ситуациях. Даже если вы напились до такой степени, что готовы смотреть все что угодно, поверьте, это того не стоит. Лучше уж гляньте «Тетрадь смерти» от Netflix, даже она в сотни раз лучше. Кстати, о Netflix. Скоро же должна выйти их адаптация «Легенды о Банге». Будем надеяться, что они не сильно облажаются, а то второго «Повелителя стихий» я уж точно не перенесу. Короче, как-то так. Пишите, что вы думаете об этом фильме и как вам вообще такая рубрика на моем канале. Если понравилось и вы хотите, чтобы я продолжил, то не забудьте упомянуть об этом в комментариях. Ну а я пошел, еще увидимся.